Когда мы вспоминаем средние века, наше воображение рисует картинки романтических рыцарей, прекрасных дам в высоких колпаках, величественных замков и веселых пиршеств. Кажется, будто люди тогда жили ближе к природе, были счастливы в простоте, а жизнь шла размеренно и справедливо. Иногда даже можно услышать фразы вроде «раньше было лучше, люди были крепче, дружнее и счастливее». Но правда заключается в другом. На деле средние века были временем тяжелого физического труда, антисанитарии, голода, болезней, социальной несправедливости и постоянного риска умереть в молодости. Большинство людей не путешествовало дальше соседней деревни. Почти никто не умел читать. Медицина была примитивной, а личная гигиена – недостижимой роскошью. Этот ролик – попытка развенчать популярные мифы о золотом прошлом. Мы детально разберем, как на самом деле жилось обычным людям в те времена и почему фраза «раньше было лучше» – это красивая, но опасная иллюзия. Погружаемся в реальность Средневековья, без розовых очков. Представьте себе мир без водопровода, отопления, нормальных туалетов и элементарной гигиены. В средние века это была обыденная реальность для абсолютного большинства людей. Канализация отсутствовала. В городах и деревнях отходы жизнедеятельности просто выливали на улицу. В больших городах нечистоты сбрасывали в открытые канавы или реки, которыми одновременно пользовались для стирки белья и забора питьевой воды. В замках туалеты представляли собой пристройки, где отходы падали прямо в ямы или даже в крепостной ров. Летом стояла невыносимая вонь. Мылись люди редко, баня была роскошью, доступной богатым. В крестьянских семьях общее мытье происходило редко, в лучшем случае раз в несколько недель. Для нагрева воды требовались значительные усилия. Нужно было натаскать воду, натопить печь, приготовить ванну. Из-за этого большинство людей буквально носило на себе слои грязи месяцами. Жилища были примитивными и сырыми. Крестьянские дома строились из деревянного каркаса, обмазанного смесью из глины, соломы и навоза. Пол был земляным, без настила. На него стелили солому или тростник, иногда с ароматическими травами, чтобы скрыть запах. Но старые слои не убирали, а просто клали новые поверх. За годы такой эксплуатации пол мог подняться на десятки сантиметров и источал тошнотворный запах гниения. Паразиты были частью жизни. Блохи, вши, клопы жили на людях и в их домах. В крышах из соломы селились крысы, мыши и насекомые. Домашний скот, свиньи, овцы часто содержался прямо в жилых помещениях, чтобы зимой они обогревали хозяев своим теплом. Но вместе с теплом приходили грязь и болезни. Воздух был тяжелым и удушливым. В домах не было дымоходов, дым от очага просто коптил помещение. Окна, если они были, затыкали шкурами или тканью, чтобы сохранить тепло, из-за чего жилища были темными и провонявшими копотью. Исторический факт. Даже в богатых замках условия были далеки от комфорта. Стены пропускали холод и сырость, туалеты были примитивными, а запах в залах мог быть настолько сильным, что его пытались перебить ароматическими травами и благовониями. Жить в средние века означало постоянно бороться не только с голодом и болезнями, но и просто с окружающей тебя грязью и холодом. И даже высшее общество было далеко от тех представлений о гигиене, которые для нас сегодня являются нормой. Пища в средние века была не поводом для наслаждения, а вопросом выживания. Рацион зависел от времени года, урожая и социального положения. Для подавляющего большинства людей еда была однообразной, скудной и тяжело добывалась. Рацион крестьян строился вокруг хлеба и похлебки. Основой питания были грубый черный хлеб из ржи, овса или ячменя и жидкая похлебка, поташ, из капусты, бобов, репы и редких трав. Мясо для бедняков было роскошью, которую они могли позволить себе лишь на религиозные праздники несколько раз в году. Качество пищи было низким. Мука для хлеба мололась на грубых жерновах, из-за чего хлеб содержал примеси песка и мелких камней. Эти микрочастицы медленно стачивали зубы людей, что подтверждается археологическими находками. У многих средневековых скелетов зубы стерты почти до корней. Вода была опасной. Речная и колодезная вода часто была заражена отходами, поэтому пили в основном легкое пиво с низким содержанием алкоголя.
Оно было безопаснее воды, а технология варки убивала большинство бактерий. Пили все, абсолютно, от малого до великого. Недостаток витаминов приводил к болезням. Зимой запасы свежих овощей иссякали, и люди страдали от цинги и авитаминоза. Единственным спасением были квашеная капуста, сушеные бобы, соленое мясо и вяленая рыба, если они имелись. Мясо и рыба в крестьянском рационе были крайне редкими. Охота была запрещена для простолюдинов, леса принадлежали знати. Незаконная охота, браконьерство каралось жестоко, вплоть до смертной казни. Исторический факт. На религиозные постные дни, а их было до 150 в году, запрещалось есть мясо. Тогда в ход шли уловки. Например, люди ели бобровые хвосты, считая их рыбой, потому что они были водоплавающими животными. Пиры знати контрастировали с бедностью крестьян. Богатые устраивали роскошные банкеты, где подавали экзотические блюда вроде жареных лебедей, поросят, фаршированных павлинами и пирогов с живыми птицами внутри. Однако даже среди знати пища могла быть небезопасной из-за отсутствия гигиены. В целом, питание в средние века было борьбой за калории, а не искусством наслаждения вкусом. Кулинарные изыски были привилегией крайне узкого слоя общества, в то время как миллионы людей ели одно и то же день за днем, чтобы просто не умереть от голода. В средние века здоровье человека висело на волоске с самого рождения. Заболеть значило вступить в игру со смертью, где шансов на победу почти не было. Медицина была примитивной. Основой лечения служили суеверия, молитвы и народные рецепты. Диагнозы ставили на основании теории 4 жидкостей тела – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Самыми популярными методами лечения были кровопускание, прижигание и слабительные. Все это не только не помогало, но часто усугубляло состояние. Инфекции были нормой. Постоянные антисанитарные условия способствовали распространению болезней. Исследования показывают, что до трети людей в городах и монастырях имели кишечных паразитов. Даже монахи, жившие в лучших условиях, часто страдали от глистов из-за использования удобрений из нечистот. Роды – смертельная лотерея. Беременность и роды были одним из самых опасных событий в жизни женщины. В некоторых городах до 20% женщин умирали во время или сразу после родов. Кесарево сечение делали только если мать была уже мертва или умирала. Женщинам советовали заранее написать завещание перед родами. Детская смертность была ужасающей. Около 1/3 детей не доживали до 5 лет. Причиной были родовые травмы, инфекции, недоедание и болезни вроде кори, коклюша и дизентерии, которые сегодня легко лечатся. Эпидемии уничтожали миллионы. Самая известная – черная смерть, чума XIV века, убила до половины населения Европы. Болезнь распространяли крысы и блохи, но в те времена люди винили в эпидемиях грехи, дурной воздух и наказание свыше. Исторический факт. В Лондоне XV века средняя продолжительность жизни мужчины составляла всего 24 года. Женщины жили дольше, до 33 лет, но только потому, что многие мужчины погибали в войнах или от тяжелого физического труда. Зубная медицина практически отсутствовала. Проблемы с зубами были повсеместными из-за грубой пищи и отсутствия гигиены. Кариес, абсцессы, потеря зубов – привычные страдания. Единственным лечением было удаление зуба с помощью раскаленных щипцов или молотка. Психические заболевания считались одержимостью дьяволом или божественным наказанием. Лечение часто сводилось к изгнанию злых духов через молитвы, пытки или заточение. В средние века болезнь почти всегда означала медленную и мучительную смерть. Медицина, какой мы ее знаем сегодня, просто не существовала, а чудесное выздоровление считалось делом божественного вмешательства. Средневековое общество строилось на жесткой иерархии. Родившись крестьянином, человек практически не имел шанса изменить свою судьбу. Статус определял все, от одежды до права на передвижение. Крепостное право было нормой. Около 85% населения составляли крестьяне-сервы, люди, прикрепленные к земле. Они не могли покинуть родную деревню без разрешения лорда, не могли вступить в брак, сменить профессию или купить землю. Их жизнь и труд принадлежали владельцу земли почти так же, как инвентарь или скот. Свобода была редкостью.
Серв мог стать свободным только в исключительных случаях. Например, если сбежал в город и прожил там тайно год и 1 день без поимки. Этот шанс был опасным. Лорд имел право преследовать беглеца и вернуть его силой. Женщины имели еще меньше прав. Они полностью зависели от отца, а после замужества – от мужа. Женщина не могла самостоятельно распоряжаться своим имуществом, часто подвергалась принудительным бракам. Образование было доступно только в монастырях, и только немногим. Социальные законы ограничивали даже одежду. По законам о роскоши крестьянам запрещали носить ткани и цвета, предназначенные для знати. Попытка надеть шелк или пурпур могла стоить штрафа или позорного наказания. Наказания за малейшие проступки были жестокими. За кражу – виселица, за бранные слова – стояние в позорном столбе. За нарушение постов или непосещение церкви – крупный штраф. Исторический факт. В некоторых случаях животных судили как людей. Известны случаи, когда свинью судили за убийство человека. Причем ей назначали официального защитника. Религия контролировала жизнь. Католическая церковь диктовала не только духовные, но и бытовые аспекты жизни, когда работать, что есть, как одеваться, с кем вступать в брак. Отклонение от церковных норм грозило обвинением в ереси, а это означало пытки или казнь. Средневековое общество было жестким и негибким. Практически каждый аспект жизни определялся местом рождения и положением в социальной лестнице. Выбиться в люди было почти невозможно. Большинство рождались, работали и умирали в одном и том же месте, не зная иной судьбы. Жизнь в средневековом городе вовсе не была легкой и безопасной. Переезд из деревни в город мог избавить человека от крепостной зависимости, но не от постоянных угроз здоровью и жизни. Города были тесными и грязными. Дома лепились друг к другу без плана и порядка. Узкие улицы напоминали лабиринты, часто не пропускали солнечный свет. Улицы покрывали слои грязи, навоза и бытового мусора. Свежий воздух был редкостью, а зловоние стояло постоянно. Санитария отсутствовала. Канализационные канавы шли прямо по улицам. До XIV века жители свободно выливали отходы прямо из окон. Только после эпидемии чумы стали вводить штрафы за выбрасывание помоев на улицу. Первые попытки организовать уборку мусора начались только в конце XIV века. В Лондоне в 1372 году появились первые муниципальные службы по сбору отходов, 24 лошади и 12 телег для очистки улиц. Но даже это не решало проблемы, ведь приезжие и торговцы продолжали оставлять после себя тонны мусора. Преступность была постоянной угрозой. Из-за отсутствия полиции безопасность обеспечивали сами горожане. При совершении преступления нужно было поднимать крик тревоги, и все обязаны были преследовать преступника. Убийства, грабежи, уличные драки были обычным делом. Многие преступления заканчивались жестокими наказаниями от повешения до членовредительства. Комендантский час был введен в крупных городах для уменьшения преступности. С наступлением темноты звонил колокол, и ворота городских стен запирались. Кто оставался на улице ночью без причины, рисковал быть арестованным. Болезни распространялись быстро. Из-за скученности, отсутствия чистой воды и гигиены эпидемии, особенно чума, косили население тысячами. Даже после уроков черной смерти санитарные условия оставались крайне плохими. Исторический факт. В Лондоне XIV века за отказ вымести мусор перед своим домом в субботу можно было получить штраф в размере 12 пенсов. Это были большие деньги для обычного горожанина. Несмотря на некоторые возможности, города Средневековья были крайне опасным и небезопасным местом для жизни. Сбежать от лорда было возможно, но сбежать от болезней, грязи и преступности почти нет. Средневековая жизнь была построена вокруг труда. Работать приходилось всем, с малых лет и до самой смерти. Труд был тяжелым, изнурительным и почти всегда необходимым для выживания. Рабочий день начинался с рассветом и заканчивался с заходом солнца. В зимние месяцы это означало работу с 7 утра до 4 вечера, летом с 4-5 утра до позднего вечера. Электричества не было, поэтому максимальное использование дневного света было жизненной необходимостью. Крестьяне занимались всем понемногу. Они были одновременно земледельцами, скотоводами, плотниками, ткачами и строителями.
Если не умел сам сделать забор, крышу или одежду, рисковал остаться без крова и еды. Женщины трудились не меньше мужчин. Они не только вели хозяйство, приготовление пищи, уход за детьми, прядение, шитье, но и активно участвовали в полевых работах. Дополнительно женщины часто занимались переработкой молока, делали сыр, масло, творог, который можно было продать на рынке. Работа детей начиналась с ранних лет. Уже с 7-11 лет дети помогали родителям в поле, на ферме или в мастерской. Никакого детства в современном понимании не существовало. С раннего возраста ребенок считался полноценной рабочей единицей. Специализированные ремесла были важной частью экономики. Кузнецы, портные, бондари, гончары и плотники обслуживали деревни и города. Многие профессии дали современным людям фамилии: Смит – кузнец, Тэтчер – кровельщик, Бейкер – пекарь. Праздничные выходные существовали, но они были привязаны к церковному календарю. Историки подсчитали, что крестьяне могли иметь до 150 нерабочих дней в году. Однако в реальности эти дни часто уходили на ремонт инвентаря, приготовление пищи, бытовые дела. Уровень усталости был колоссальным. Повторяющаяся тяжелая физическая нагрузка год за годом вызывала ранний артрит, деформации суставов и позвоночника. Археологи обнаруживают скелеты крестьян с изношенными костями уже к 30-35 годам. Исторический факт: чтобы вспахать 1 акр тяжелой земли, требовалось 8 быков и целый день изнурительного труда. Потеря быка могла означать полную катастрофу для крестьянской семьи. Повседневная жизнь была бесконечной чередой труда и борьбы за выживание. Отдых и праздники были редким и зачастую формальным утешением в мире, где работа определяла само существование. Дом в средние века был не местом уюта и уединения, а скорее функциональным укрытием, простым, тесным и коллективным. Минимальные размеры и отсутствие приватности были нормой. Средний дом крестьянской семьи имел площадь около 30-40 квадратных метров. В этом пространстве размещались не только родители с детьми, но и часто бабушки, дедушки, а зимой еще и домашние животные. Вся жизнь в одной комнате. Кухня, спальня, рабочая зона – все существовало в одном помещении. Часто спали всей семьей вместе на соломенных подстилках, не только ради тепла, но и потому, что больше негде было лечь. Дом – центр коллективной жизни. Семья была не только ячейкой общества, но и производственной единицей. Здесь пряли пряжу, чинили инструменты, изготавливали свечи и обрабатывали шкуры. Дом был одновременно мастерской, складом и жильем. Минимальная обстановка. Из мебели тяжелый деревянный стол, пара скамеек и сундук для хранения вещей. Кровать могла быть только у самых зажиточных. Свет давали примитивные лучины, высушенные тростники, пропитанные животным жиром. Дом как защита, а не комфорт. Его основная задача – укрыть от дождя, ветра и холода. Внутренний комфорт, красота или удобство не были приоритетом. Важна была практичность и выживание. Коллективизм вместо индивидуализма. Понятие личного пространства в современном смысле отсутствовало. Все члены семьи вели общую жизнь, и каждый знал все о делах других. Жизнь строилась на взаимопомощи, разделении обязанностей и строгой дисциплине. Исторический факт: дома в деревнях строились тесно друг к другу, чтобы максимально использовать землю для посевов и легче защищаться в случае нападений. Центром поселения был общий зеленый луг, место для общественных собраний, игр и выпаса скота. В условиях отсутствия удобств и ограниченных ресурсов дом был не местом для отдыха души, а ареной для ежедневной борьбы за выживание, совместной, трудовой и бесконечно скромной. В жизни средневекового человека, наполненной тяжелым трудом и борьбой за выживание, все же находилось место для отдыха и радости. Эти редкие моменты сплачивали общины и помогали переносить тяжести быта. Главным событием были праздники, обычно привязанные к церковному календарю. В такие дни устраивали ярмарки, карнавалы, процессии и народные гуляния. Часто они совпадали с завершением сельскохозяйственных работ, сбором урожая, посевом или началом зимы. Народные игры были жесткими и массовыми. Средневековый футбол собирал целые деревни, правил почти не было, результатом становились травмы и драки. Популярными были состязания по стрельбе из лука, бросанию молота и кулачные бои.
Также устраивали гонки животных, особенно кур и свиней. Уличные спектакли и религиозные мистерии стали формой как развлечения, так и обучения. Эти представления инсценировали библейские истории, сцены из жизни святых и аллегорические моральные пьесы. Для многих крестьян это были едва ли не единственные театральные впечатления в жизни. Музыка и рассказы занимали важное место в культуре. Странствующие министрели приносили новости, легенды и песни в деревне и на рынке. Внутри семей пели народные баллады, рассказывали сказки и пересказывали старинные истории у огня. Домашние развлечения были простыми, но важными. Игры с детьми, прятки, беготня и простые настольные забавы вроде бросания камешков. Совместное изготовление поделок, вышивка и прядение пряжи под рассказы старших. Исторический факт. В некоторых городах Европы большие религиозные мистерии становились многодневными спектаклями, в которых участвовали сотни актеров-ремесленников. Праздники и развлечения служили важной функцией. Они помогали общинам сплачиваться, укреплять традиции и давали хоть небольшую передышку в бесконечном труде. В условиях, когда каждый день мог быть борьбой за выживание, такие моменты веселья были не просто отдыхом, они становились глотком жизни. Средние века часто кажутся нам временем благородства, простоты и гармонии с природой. На самом деле это был период тяжелой борьбы за выживание, где каждый аспект жизни был сопряжен с лишениями, болезнями, страхом и жесткой социальной несправедливостью. Обычный человек Средневековья жил в условиях крайней нищеты, без удобств, без медицинской помощи, с постоянной угрозой голода и эпидемий. Труд с малолетства, невозможность выбрать свою судьбу, отсутствие личной свободы и элементарной гигиены были нормой для абсолютного большинства людей. И все же, несмотря на эти ужасные условия, люди находили силы радоваться редким праздникам, помогать соседям, любить, создавать музыку, рассказывать истории. Их стойкость и способность держаться вместе в суровых обстоятельствах заслуживают уважения. Однако, когда сегодня звучит фраза «раньше было лучше», важно помнить, мы живем в лучшее время в истории человечества. У нас есть медицина, чистая вода, электричество, права и свободы, возможность учиться, путешествовать и выбирать свою судьбу. То, что когда-то было недостижимой мечтой, для нас сегодня стало обыденностью. Цените современность, потому что Средневековье – это не романтика. Это был бесконечный и тяжелый бой за каждый прожитый день. Спасибо за просмотр и до новых встреч!